Самая быстрая лошадь в мире может составить конкуренцию большому количеству современных машин. Не зря мощность автомобилей измеряется в лошадиных силах. Многие из них могут обогнать почти любое другое животное на планете. Какая самая быстрая и резвая порода лошадей в мире сегодня? Давайте узнаем об этом прямо сейчас. Всего известно более 350 лошадиных пород, но лишь некоторые из них могут похвастаться невероятными скоростями. Андалузская порода. Андалузская лошадь – это самая знаменитая испанская порода лошадей. Обязана своим происхождением монахам-картузианцам, создававшим ее в конце 15 века. Андалузец – красивая, элегантная лошадь, не спадающая на лоб челка, густая, роскошная грива и длинный пушистый хвост. Несомненное достоинство и украшение андалузских лошадей. Андалузцы в движении – совершенно особенное и яркое зрелище. Их ход чрезвычайно высок от природы. Складывается такое впечатление, что лошадь танцует. Во время рыси передние ноги без проблем поднимаются на уровень груди. Андалузские лошади послушные, трудолюбивые и добрые. Они отличны с охотой, поддаются обучению и дрессировке. Именно поэтому андалузцев часто используют для цирковых представлений. Одна из самых красивых пород мира не отличается крупными размерами и в среднем 150-160 см в холке. Благодаря подтянутой спортивной фигуре лошади демонстрируют поразительную скорость и выносливость. Их сила, темперамент и ловкость дают им хорошее преимущество в соревнованиях на длинной дистанции, конкуре и выездке. Лошади андалузской породы отлично подходят для высшей школы верховой езды. Именно в данной сфере они наиболее знамениты и востребованы. А еще андалузские лошади отличаются искренней любовью к людям и являются отличными семейными лошадьми. Апалуза. Лошадь Апалуза – одна из самых популярных и быстрых пород лошадей в Америке. Это коренная американская порода с характерным пятнистым окрасом. Масть варьируется от темной с белыми пятнами до белой с небольшими темными вкраплениями. Высота в холке от 142 до 163 сантиметров. Представители породы имеют тонкое телосложение и обладают удивительной скоростью, выносливостью и долговечностью. Они невероятно быстры, маневренные, сильны и очень красивы. По своему характеру Апалуза дружелюбная, преданная, уравновешенная. И идеально подходит для наездников любого уровня. Благодаря покладистому нраву и хорошей обучаемости, лошади породы Апалуза используются практически во всех видах конного спорта, участвуют в родео и просто становятся семейными любимцами. Знаете ли вы, что люди принимают за лошадиную улыбку, видя, как поднимается верхняя губа животного и обнажается вся челюсть? Это таким образом конь пытается уловить запах приближающегося к нему человека, а при нагибании головы и выходе губы вверх обоняние у него усиливается. Американская стандартбредная порода – порода, которую часто недооценивают, также в списке самых быстрых. Американская стандартбредная порода выведена в США путем сложного скрещивания. Термин «стандартбредная» в переводе означает «отвечающая стандарту». Указывает на то, что лошадь, официально зарегистрированная, должна соответствовать определенному установленному стандарту резвости в беге рысью. Например, рысак должен был преодолеть 1609 метров, милю, за 2 минуты 30 секунд. Американский стандартбред всемирно известен как лучшая лошадь для бега в упряжке. Выступает также в рысистых бегах под седлом. Представители этой породы чаще всего небольшие, роста от 142 до 163 сантиметров в холке, мускулистые, с короткими передними ногами, более длинными задними. Являются одними из самых резвых и благородных рысаков на свете. Рекордная скорость на рыси составляет 48 км в час. Лошади скороспелые, долговечные и послушны. Все абсолютные рекорды установлены на лошадях 3-4-летнего возраста.
Среди рысаков рекорд на милю принадлежит трехлетнему Маклабелу – минута 52 секунды. А среди иноходцев – трехлетнему Неотросу – минута 49. Американский квартирхорс – лошадиная порода, выведенная в США и предназначенная для скачек на небольшие расстояния. Лошади получили свое название от того, что были самыми быстрыми на расстоянии в четверть мили. Мощная, как каменный дом, лошадь этой породы разгоняется до 88 км в час на небольшом расстоянии. Это самые быстрые скакуны из всех лошадиных пород, даже быстрее чистокровного, если речь идет о коротких дистанциях. Будучи такими коренастыми и быстрыми, с ростом в холке 142-152 см, эти лошади могут легко маневрировать на поворотах или быстро останавливаться. Но, к сожалению, американский квартирхорс не обладает выносливостью для длительных дистанций. Удивительная резвость и маневренность на небольших расстояниях делают эту породу скакунов идеальной для баррел-рейсинга – прохождения маршрута между тремя бочками на максимально возможной скорости. Отлично себя показывает в соревнованиях по конкуру и выездке. Ахалтекинская лошадь. Ахалтекинская лошадь или туркменская лошадь – верховая порода лошадей, выведенная кочевыми племенами на территории современной Туркмении, Ахалтеки, предположительно около 5000 лет назад. В основе селекции лежала выносливость, которая позволяла животным быстро и без проблем преодолевать большие расстояния. Ахалтекинская лошадь входит в число чистокровных, поскольку за все время своего существования не подвергалась скрещиванию с другими породами. Ахалтекинец имеет стройную, подтянутую фигуру, вытянутое тело покрыто уникальной шелковистой и блестящей шерстью с металлическим отливом различных цветов. Лошади этой породы славятся крупным ростом, около 160 см в холке у жеребцов. Порода не только одна из самых быстрых, но также одна из самых редких. Всего в мире насчитывается около 5000 ахалтекинских лошадей. Ахалтекинцы лучше всего подходят для верховой езды на выносливость, конкура и скачек. Вы знаете, кто такой Буцефал? Это знаменитая лошадь Александра Македонского, и принадлежала она к ахалтекинской породе лошадей. Французский сель. Быстроходная и энергичная француженка занимает почетное место в рейтинге самых быстрых коней мира. Официальное название – французская верховая или сель. Выведены лошади на севере Франции в результате соединения неуклюжих грубоватых нормандских кобыл и английских чистокровных. Специально созданы для спортивных состязаний. Их лучшая сторона – прыжки, поэтому подобные лошадки часто являются лидерами в барьерных скачках. Результативность породы ниже, чем у английской. Представители реже занимают призовые места, несмотря на развитие скорости в 45-50 км в час. Но они не требуют усиленного питания. Кроме того, такие кони послушнее и спокойнее, привязываются к человеку на всю жизнь. Знаете ли вы, что органы зрения у лошадей устроены таким образом, что обеспечивают им практически круговой обзор? Оказывается, не поворачивая головы, кони могут видеть и то, что у них спереди, и то, что происходит сзади. Арабская чистокровная лошадь. Арабская чистокровная порода самая древняя и самая чистая, считается одной из самых красивых пород лошадей на свете. Она происходит с Аравийского полуострова и экспортируется по всему миру. Истинные знатоки ценят подобных питомцев за благородное происхождение, грацию и стать. Арабский скакун – эталон лошадиной красоты. Особое отличие представителей арабской породы от других лошадей – так называемый петушиный хвост, который они поднимают высоко, порой почти вертикально, на быстрых аллюрах. Выносливые, красивые и стремительные арабские скакуны явились родоначальниками многих лошадиных пород. Несмотря на миниатюрные размеры, рост в холке 153,4 см у жеребцов и 150,6 см у кобыл, арабская порода впечатляет своей скоростью 64 км в час. Еще скакунов считают самыми выносливыми.
Они способны пробегать большие расстояния на средней скорости 30-40 км в час, не снижая заданный первый километр темп целый час и более. Кони отличаются редким умом и дружелюбием. Они необычайно игривы, но арабы не подходят для неопытных наездников из-за своего вспыльчивого нрава. Владельцы используют этих лошадей для длительной езды, а также они участвуют в соревнованиях по забегам и скачкам. Английская чистокровная. Английская чистокровная верховая – потомок арабских жеребцов, самая быстрая порода лошадей с 19 века. Именно ее представители чаще всего одерживают победы на турнирах. Эти скакуны на протяжении веков выводились исключительно для скачек. Они статные, высокие, нередко достигают высоты в холке до 1,7 метра. Имеют крепкое телосложение, длинные ноги и развитую мускулатуру. Еще лошади обладают огромной выносливостью. Это сделало из них настоящих спортсменов. Они разгоняются на коротких дистанциях до 63 км в час, а на длинных до 55. Секрет скорости заключается не только в крепком строении тела, но и в размерах их сердца. Его объем в 2 раза больше, чем у прочих лошадей. Вес сердца скакуна может достигать 6,5 килограммов, и при беге оно способно биться со скоростью аж 140 ударов в минуту, в то время как у других лошадей пульс составляет 60 ударов. Животные этой породы имеют необузданный вспыльчивый нрав, с ними тяжело совладать, так как они противятся тренировкам и попыткам их обуздать. Участвуют в турнирах и состязаниях. Наблюдать за ними одно удовольствие. Все существующие ныне рекорды скорости поставлены представителями именно чистокровной английской верховой породы. Жеребец Сиглевис-Лейв проскакал без всадника дистанцию 804 метра с результатом 69,3 км в час. Жеребец Бичрекет в 1945 году в забеге на четверть мили на дистанцию 409 метров поставил рекорд 69,69 км в час. Этот результат вошел в историю. Кобыла Виненбрю 70,76 км в час. Рекорд был поставлен в 2008 году и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Впечатлило? Ждем ваших комментариев.